Всем привет, друзья, с вами Аледжо, и сегодня мы наконец-то поиграем с големом с очень сильной вариацией, которая всех просто выносит. У нас сегодня второй день сезона, вчера был понедельник, вчера было обновление, а сегодня у нас вторник, и уже пора брать мастера 3. Остается нам сделать буквально 2 победы. Вот так вот выглядит наша колода, это эволюция электродракона, его в этом сезоне немножко усилили. Герой Мегаминзион, герои гоблины, ну и в принципе остальные карты такие более-менее стандартные. Колода недорогая, всего лишь 4-3. Для голема это, поверьте мне, недорого. Поехали первую каточку. Да, вчера у нас появилась эволюция на принцесску, вышел у нас герой надгробия, но, честно говоря, с големом принцесска совершенно не сочетается. Я хоть и купил пас-рояль, но по факту принцесска мне совершенно не нужна. Да, с пэлбейтером она зайдет, но для меня вот это была, наверное, лишняя трата денег. Но, тем не менее, для коллекции пусть будет. Возможно, как-то в эту колоду я смогу все-таки впихнуть надгробие геройское. Но, с другой стороны, тоже это такое сомнительное, я не знаю. Потому что из героя надгробия выходит жирный танк, а куда с големом еще один танк? Посмотрим. Так, ну а соперник у нас тем временем сразу пошел в атаку со своим эликсирным големом. Не знаю, немножко такой наглый у нас оппонент попался. И я сейчас хочу тоже поставить сразу голема. Я даже не буду сейчас защищаться. Пропустим урон и просто ставим голема. Когда ты играешь с големом, нужно уметь терпеть, нужно уметь пропускать урон, потому что защита у нас это не самая сильная сторона, поэтому надо терпеть. Надо иметь преимущество по эликсиру и нужно атаковать. Так, я не знаю, есть ли смысл сейчас скидывать молнию. Да не, наверное, молнию даже скидывать не буду, потому что смысла в этом не было. Нам нужна еще одна проходка. Сейчас у нас будет вторая проходка уже с эволюцией электродракона. Чем мне всегда нравился электродракон? Тем, что у него всего лишь один цикл. Потому что когда 2 цикла у карт, бывает сложновато прокрутиться. Там, например, у дракончика, чего я недолюбливаю, маленького зеленого дракончика, это потому, что у него 2 цикла. И не всегда получается даже прокрутиться. Так, наверное, давайте еще раз поставим голема. Он сливает, походу, своего мега-рыцаря. Нам нужен эликсир на электродракона. Срочный нам нужен эликсир. И сейчас эволюция электродракона будет всех там просто разрывать. Давайте скидываем эволюцию электродракона. Ну, конечно, не прям уж так, чтобы мы их всех разорвали, но тем не менее, первая атака у нас такая неплохая. Даже это уже вторая атака. Он зря прокидывает своего эликсирного голема. Мы уже будем крутиться к новой атаке. Сейчас нам нужно вскоре поставить голема. Эликсирчик мы получаем. Ставим голема. Давайте, наверное, даже гоблина оживем, чтобы быстрее добить вот эту всю дрянь. Подкидываем снова своего электродракона. Но тут очень такой быстрый цикл. Если не молния, то колода бы вообще была бы очень такая быстрым циклом. Молния, конечно, немножко нашу деку утяжеляет. И мега-рыцаря, кстати, я хочу напомнить, что героя эволюцию мега-рыцаря существенно ухудшили, и поэтому вы видите, что эволюция мега-рыцаря против нашего голема ни хрена не справляется. До ухудшения эволюция мега-рыцаря нашего голема бы просто как тряпку бы откидывала. Друзья, если вам нужен пас-рояль, эволюция принцессы или новые имбовые герои, я вам хочу порекомендовать одну крутую штуку. Есть сервис Hornybox, где цены на донат Clash Royale реально ниже, чем в официальном магазине. Никаких скрытых комиссий, все прозрачно и без переплат. Пополнение Steam там тоже по самым вкусным ценам. Процесс происходит 2 клика, заказ улетает моментально. Все просто и надежно. Там можно закупиться не только для Clash Royale, но и для Brawl Stars, Clash of Clans и многих других крутых игр. По тем же выгодным условиям. Ссылки на Hornybox находятся в описании под видео. Переходите. Ну, а мы с вами летим в следующую каточку. Продолжаем. Первый поединок у нас такой достаточно быстрый получился. Ну, нам еще остается сделать 2 победы. Кстати, сегодня у нас такой ролик немножко в нестандартном формате. Я обычно всегда вам показывал нарезку ярких моментов. Но, насколько я понял, эта нарезка ярких фрагментов вот на первой минуте ролика только вредит каналу. Поэтому все, никаких нарезок. Попытаемся сегодня
просто играть вот так вот по старинке. На пике своего канала лет 5 назад я никаких нарезок не делал. Я сразу: привет, друзья, с вами Аледжо, и сразу и шел в каточки. Это я сейчас стал вот эти тупые нарезки делать в начале ролика. Ну и походу это только вредит каналу. Так, скидываем молнию. Блин, по вышке немножко, конечно, не попал. Ну да ладно. Я не знаю, что так я в атаку сразу на автомате пошел. Ну, в принципе, ничего я особо с этого не упустил. Будет ли он прожимать вышибалу? Вот в чем вопрос. У вышибалы ухудшение произошло. Раньше вышибала делал 4 тычки. Теперь вышибала делает только 3 тычки. А в этой ситуации, когда его притормозил электродракон, вышибала сделал только 2 тычки. Ну, то есть это существенное ухудшение героя вышибалы. Так, соперник попытался у нас главное здание активировать. Но немножко так дровосека неудачно поставил. То есть вышибала в баскетбольной позе делал 4 броска по вышке. Сейчас он делает 3 броска. Но это реально очень серьезное ухудшение. Будем сейчас еще раз ставить голема. Я думаю, что сейчас уже у соперника будут большие проблемы. Естественно, урона дракончика мы пропускаем. На это вообще не обращаем внимания. То есть, если бы мы сейчас рыпнулись и пытались этих дракончиков законтрить, то это было бы только нам очень большая бы ошибка. Так, у него, скорее всего, кстати, электрогигант должен быть. Прожимает он вышибалу. Я не знаю, зачем он его прожимает, а смысл. Так, тут нужна молния срочная. А то он... Хочет он нашего голема сожрать, но мы не дадим. Так, хорошая торнадо. Подкидываем электродракона. Но летучих мышей ты то не законтришь своим вышибалой. А, у него, кстати, молния. У него молния, это неприятно. Так, ну ладно, подкидываем гоблинов. Сейчас их еще, наверное, оживим. Ставим еще раз голема. Да, гоблинов оживаем. Нам нужно законтрить этого электрогиганта срочно. Я не знаю, будет ли он там молнию скидывать. Прокрутился ли он до молнии? Нет, походу нет. Урон большой. Но мы живем. Мы живем пока что. И это у нас, по сути, сейчас последняя атака, ребята. Либо мы сейчас его как-то продавим, либо это поражение. Так, скидываем тут молнию. Надо пройти срочно его. Вышибал, он тоже, блин, молнию скинул. Вот это да, я не ожидал, что он скинет молнию. До такой ситуации скидывать молнию, это трэш, конечно. А ну, ни одной тычки. Тупо, ни одной тычки. Ну, сейчас будет очень опасный его электрогигант. Надо его желательно вообще в ноль законтрить. Нельзя никакого урона нам пропускать. Так, нормально, но, блин, пропустили мы все-таки маленький урончик. Эй-яй-яй, жалко, ребята, жалко. Так, ставим еще раз голема. Но ситуация у нас критичная. Критическая, я бы сказал. Не знаю, срочная молния нужна. Так, молния. Отлично. Но есть маленький шанс. У нас есть маленький шанс. Давай, голем. Голем, прорывайся. Так, ребята, ну давай, голем, электродракон. Хотя бы какие-то тычки надо сделать. Так, молнии, походу, не хватает. Молнию ухудшили. Хотя 335 хп хватает. Да, сколько там молния? 3... Все, пошел вон. Фух, выиграли. Ну, тяжелые поединки у нас. Ну, когда начинаешь на ролик играть с просонья, тяжело. Когда я играл в тишине, без ролика, было бы как-то полегче мне. Фух, ну ладно, остается одна победа нам до Мастера 3. Забираем награды. Кстати, в этом сезоне появилось у нас такое небольшое изменение в пас-рояле. Вот такая у нас какая-то награда за серию появилась. И тупо мне сразу разблокировали 10 левелов. Вот так вот. Я сразу... И поэтому я уже много левелов в пас-рояле прошел. Поэтому, когда покупаешь пас-рояль, сразу у вас будет часть пройдена. Остается нам одна победа. Все, поехали в следующую каточку. Я не знаю, почему, блин, разработчики абсолютно все заклинания ухудшили. Все заклинания намного меньше урона сейчас стали наносить по вышке. Как по мне, это бред. Зачем тогда вообще заклинания в колоде, если они сейчас вообще так мало урона наносят? Я не знаю, честно говоря. Я не согласен. Уже сколько раз вот этих ухудшений происходит. Вот на моей памяти уменьшали урон у заклинаний
Уже, наверное, раз 5 за все время. Вот тупо постоянно уменьшают и уменьшают урона заклинаний. Все хотят разработчики, чтобы игрочки... Давай, Мегаминтион, кстати, вернись. О, я придумал, как защититься. Мегаминтион вернулся. Кстати, разработчики все время хотят, чтобы игрочки наносили урон без заклинаний. Чтобы они так, юнитами вышки сносили. Вот к чему разработчики стремятся. Но не знаю, насколько это правильно. Зачем вообще тогда заклинания существуют? Так, разменялись мы по сторонам. Ну, кстати, Мегаминтион вот так вот прикольненько прыгнул. Давай, гоблины, оживайте. Такая была ситуация, блин, страшная. Соперник нас как бы врасплох застал. И такой Мегаминтион возвращается назад и спасает ситуацию. Так бы он бы меня и на трешку мог снести, да. Ситуация была такая страшная. Так, ну что. Теперь надо поосторожнее играть, потому что мы знаем, на что он нацелен. Он нацелен на комбинацию дровосек плюс шарик. Поэтому сейчас я буду играть более-менее осторожно. Не буду спешить с атакой. Так, ночнушка тут справляется. Есть ли смысл сейчас закидывать молнию на колдуна? Я думаю, нету смысла, потому что колдун и так пораненный. Я хочу скинуть молнию на его дровосека шариком. Когда он побежит, я думаю, что совсем скоро это произойдет. И я обязательно скину дровосека шариком. Так. Угу. А у него просто дровосек погиб, без шарика даже. Ладно, все. Не надо нам никакая молния. Ставим голема. Поехали. А, вот тут вот молния, кстати, ребята, пригодится. Так, скидываем молнию. Да я не думаю, что там шарик много урона нанесет. Хотя, ну пусть наносит, пусть наносит. Вышка все равно как-то выжила. Так, поехали в атаку. Сейчас бы нам молния не помешала бы, конечно. Но я не знаю. Так, все. До молнии мы прокрутились, хорошо. Гоблины, оживайте. Подкидываем мини-пеку. Сейчас мы его будем тупо на трешку сносить. Так, должны справляться у нас големиты. Големиты должны справляться. Он сейчас еще раз атаку проведет. Да блин, 9 хп, вы что там сдурели, уроды? 9 хп. Молния срочно. Тьфу, блин. Ну, это смешно. А если бы он каким-то заклинанием нас бы добил бы? Ну это бред, 9 хп не оставалось. А это все потому, что заклинания ухудшили, ребята. Если бы заклинания не ухудшали, я бы там бы молния ему добил бы. Ну ладно, тем не менее взяли мы мастера 3. Я думаю, что это неплохо. Второй день сезона. 33 дня еще до конца сезона. Мы уже прошли 2 лиги. Ну мы еще, конечно же, сегодня поиграем. Поехали в следующую каточку. Ну, такие у нас 3 поединка очень нервных, очень таких сумбурных. Я допускаю ошибки. Ну ладно, поехали. Сейчас хочу поиграть более как-то так надежно. Электродракон. Гоблинов прожимаем, конечно же. Гоблины. Но он был готов к прожатию наших гоблинов. Крутимся до эволюции электродракона. Так, кстати, фаербол у него не очень удачный, потому что он не попал по Мегаминтиону. Гоблинов он все-таки прожал он своих гоблинов, но это такое себе. Я ничего не буду даже реагировать на его гоблинов. Я просто сейчас буду ставить голема. Все. Мне кажется, у меня есть какое-то преимущество по эликсиру. Давненько я не снимал ничего про голема. Один период у меня на канале было 90% ролика про голема. Так, даже на почку мы никак не реагируем, потому что 2 капли эликсира нам пригодятся в атаке. Все. Готовим молнию. Я не знаю, что-то он подставит под молнию или нет. Я пробовал играть с лозой, но все-таки вернулся к молнии. Все-таки я вернулся к молнии. Так, вот, эволюция электродракона должна нам помочь. Всех жирает просто. Гоблинов прожимаем. Да, у него стандартная мортира, у него там фаербол, насколько я помню. Но фаербол ему сейчас, я думаю, не поможет. Да, это минус вышка. С этой мортирой я тоже играл недавно. Все, вышку мы ему снесли, нормально. Но пока что идем на 4-ю победу. Хотя, конечно, он может заспамить нас по правой стороне. Так, да, он пытается заспамить. И я не знаю, наверное, даже мы сейчас вышку практически потеряем, потому что смотрите, сколько тут спама. Спама просто дофигища. Да.
Ну, выжили мы, но такое себе. Ладно. Будем ставить сейчас голема. Напишите в комментариях, если вы соскучились за голема, потому что я уже и гончей там играл, и мортира, и наконец-то возвращаюсь к голему любимому. Так, пусть вышку забирает, не жалко. Нам цель была его заставить много эликсира потратить для того, чтобы вышку добить. И он очень много элика потратил. И мортиру, и разбойников, чтобы добить эту вышку. Я не знаю, это того не стоило. Так, идем в атаку. Ну, сейчас разнос капитальный, ребята, пошел. Давайте, мегаминзион напрыгивай. Гоблины оживаете. Ну, разносик классный пошел, конечно, у нас. Пытается он там выжить. И, по-моему, даже выживает. Но у нас еще раз голем ставится. Он, конечно, может повозку с пушкой прямо с центра кидать. Не стоит... Эту способность не стоит забывать про нее. Он может попытаться просунуть вот тут вот свою повозку с пушкой и нанести нам большой урон. Так, нам нужна молния. Вот она полетела, молния. Хорошая. Так, ну снесем ли мы его с этой проходки? Нет, он выживает. Он выживает. Живучий какой, смотрите. Угу, я понял. Гоблины. Неприятно немножко так сейчас. Но я думаю, что не сможет он нам все-таки вышку тут снести. Нам нужна просто еще одна проходка с големом и все. Повозка с пушкой сейчас, возможно, прямо с центра. Нет, повозки с пушкой нету. Ставим голема. Ну, блин, там чуть-чуть ему добить. Даже 2 молнии нам тупо хватит. Тупо даже хватит 2 молнии. Так, гоблины, оживаете. Ну, пока что нету повода поставить молнию. Так, ставим голема. А вот сейчас, кстати, молнию я могу скинуть. Смотрите, вот так вот одна молния. И сейчас нам надо тупо до еще одной молнии прокрутиться и все. И будет хорошо. Давайте самые дешевые карты скинем. Ну, поединок тяжелый, ребята. Он пытается молнию словить. Он пытается ее словить. Но не смог он молнию словить. Все, выиграли. Ну, блин, против этой мортиры я не люблю играть. Неприятная дека. Реально неприятная. Фух, но выиграли, ладно. Поехали в следующую каточку. Блин. Там еще есть вариация с вышибалой вместо повозки с пушкой. Но, наверное, с повозкой с пушкой мне даже более неприятная вариация. Так, поехали. Будем крутиться до эволюции электродракона. Кстати, сегодня у нас мегаминтион как-то слабенько отрабатывает. Зачастую он у меня очень классно напрыгивает на вражеские вышки. Но сегодня... Или пока что... Мегаминтион сегодня у нас слабенько отрабатывает. Так, голем против голема. Угу, он сразу идет в атаку. Кстати, мало кто сейчас играет с ночной ведьмой. Я не знаю, ночная ведьма как-то вообще списана со счетов стала. Больше играют с обычной ведьмой. Хотя, кстати, у соперника тоже вот именно ночная ведьма. Давайте скинем молнию тут. Так, это он неплохо придумал. Ну, походу, он больше нам урона сейчас нанесет. Угу, разряд, я не знаю зачем. С его стороны. Гоблины, оживаете. Он скинул заклинание еще, зеленое. Но заклинание ему не помогло особо. Угу. Ну, у него такая нестандартная вариация с гоблинским заклинанием. Ну, хорошо, что у нас есть эволюция электродракона. Вряд ли, что у него будет молния. Поэтому надо сейчас с этой проходки камбэчить срочно. Давайте ставим голема. Мне кажется, что... Ну, смотрите, я поставил голема, он ничего не делает. Да, у нас есть небольшое преимущество по элику. Где-то, ну, на 1 каплю буквально преимущество у нас по элику сейчас, насколько я понимаю. Так, и нам нужна срочно эволюция электродракона. Она нас может очень сильно выручить. Я думаю, что не будет у него никакой молнии. У него там гоблинское заклинание. Так, электродракон, выручай, пожалуйста. Молодец. Ну как молодец, Пламенный успел свои дела наделать, но все равно мы ему вышку сносим. Мы ему вышку все равно сносим. Так, отлично, ребята. Гоблины, оживайте.
Так, пытается он что-то тут сделать в панике, но... А мы ставим еще раз голема. Пошел урон. Нам нужен электродракон срочно. Или молния. Что-то нам надо, но я пока что не понимаю. Ладно, ставим еще раз. Давайте молнией тут все это дело накроем. Все это грязное дело накроем молнией. Так, он хотел там что-то сделать интересное по левой стороне. Даже свое гоблинское заклинание прокинул. Но мы гоблинов не скинули. Мы его обхитрили. Так, ночнушка. Так, надо словить шахтера. Блин, ребята, реально он такие большие проблемки со своим гоблинским заклинанием сделал. Он постоянно делал на него ставку. Очень часто закидывал, но не получилось у него сделать свой трюк. Так, давайте посмотрим. Да, никакой молнии нет. У него 2 зеленых заклинания. У него лоза и гоблинское заклинание. Короче говоря, 2 ананаса у него. Я вот когда в колоду беру 2 вот этих зеленых заклинания, я их реально путаю. 2 тупо ананаса. Вот что это такое за ананас какой-то, блин. И смотрите, кстати, у нас уже 5 побед подряд. Это очень хорошо, это очень хорошо. Так что будем сейчас дальше продолжать. Появился такой баг в пас-рояле. Смотрите, когда забираешь награду, тупо перекидывает на 1 уровень. Нафига каждый раз перекидывать на 1 уровень? Приходится перезаходить. Неприятный баг. Ну, поехали в следующую каточку. Возможно, последняя каточка на сегодня будет, возможно, нет. Так, Мортира, скорее всего, опять против нас попадается. Не знаю, Мортира мне поднадоела, честно говоря. Очень много сейчас кто с ней играет. Нет, это все-таки не Мортира. Это печка. Ухудшили, кстати, и печку, ухудшили и Мортиру. Поэтому Мортир должно быть поменьше. Да, в принципе, вообще... Много карт из Мортиры ухудшили, и Разбойника ухудшили, и саму Мортиру, и Вышибалу, поэтому я думаю, что сейчас будет поменьше этих Мортир встречаться. Так, и это у нас, я пока что не пойму, что это за дека, возможно, опять Электрогигант. Так, ну давайте поставим Электродракона. Нет, это кабаны у нас, это кабаны. Возможно, это, кстати, рекруты. Ну, не знаю, насколько, кстати, против рекрутов наша колода будет хорошо играть. Прожмем мы сейчас гоблинов, скорее всего. Так, давайте прожимаем. Гоблины могут навалить. Раньше 4 гоблина вылазило после прожатия. Сейчас вылазит 3 гоблина. Но все равно даже 3 гоблина могут нанести очень солидный урон. Так, в принципе, я сейчас даже думаю, что надо поставить голема. Давайте тут скинем вот такую вот бочку. И я думаю, что стоит поставить голема. Все. Даже если он кабанов прокинет нам под руку. Давайте просто вот так вот, смотрите. Защитимся Мегаминтионом. И после Мегаминтиона у нас все равно подключится в атаку. Вот это плюс Мегаминтиона. Что он может законтрить нам одну сторону. И потом все равно подключиться в атаку. На другую сторону. Вот смотрите. Давай, Мегаминтион, подключайся. И Мегаминтион помогает нам защитное здание пройти. Тут подключается в атаку Электродракон. Сейчас бы нам не помешало бы гоблинов подключить в атаку. Ночную ведьму бы подключить в атаку. Так. Ну, в принципе, он хорошо защитился. Нужно ему отдать должное. Так, давайте еще закинем молнию тут. Вышку я ему отдавать не хочу. Так, нам нужно срочно ставить еще раз голема. Мы сможем еще одну атаку провести. Так, как он будет реагировать? Угу. Он ставит рекрута. Нам надо повыше ставить голема, потому что времени очень мало. Поехали. Так, сторону мы ему... Да даже я не хочу ему сторону отдавать. Смотрите, я не хочу ему все-таки сторону отдавать. Пусть еще помучается. Так, тут молния. Тут гоблины оживают на всякий случай. Вдруг кабаны побегут. Так, кабаны побежали. Так, надо защититься, ребята, надо защититься. И все, мы выиграли. Ой-ой-ой, какая красота. Сколько побед сегодня подряд? 6 побед. Но это колода реально просто... Просто красотка колода. 6 побед подряд.
Это реально мега крутая вариация, при том, что я играл сегодня с очень большим количеством ошибок и сумбура. Если вы будете играть грамотно, то с этой декой вы сможете добиться очень классного результата. Мы уже почти получили мастерский билет, вот это красота. Так что берите эту деку на вооружение, я думаю, что в этом сезоне с этой декой можно достичь многого. С вами была Леджа, всем пока, удачи!